Он мог остаться лишь смазливым принцем из романтических комедий, но выбрал путь героя. Узнайте, как один корейский актер рискнул карьерой, снял тяжелый фильм и заставил целую страну изменить законы. Гон Джичхоль, которого весь мир знает под звучным псевдонимом Гон Ю, появился на свет 10 июля 1979 года. Его сценическое имя – это дань уважения родителям, оно сложено из их фамилий. В юности он вовсе не грезил о свете софитов, камерах и мировом признании. Гон Ю рос обычным парнем из Пусана, обожал спорт и мечтал о спокойной жизни. Однако его выдающиеся внешние данные, высокий рост и невероятная харизма сами проложили ему дорогу в шоу-бизнес. Свой творческий путь он начал как виджей на кабельном телевидении, а в 2001 году дебютировал в дораме «Школа-4». Тогда никто и подумать не мог, что этот улыбчивый юноша с лукавым прищуром однажды станет настоящим национальным героем, способным менять государственные законы и устои. Настоящий, оглушительный успех пришел к актеру в 2007 году после выхода культового сериала «Первое кафе Принц». Гон Ю блестяще исполнил роль избалованного наследника богатой империи, который постепенно влюбляется в девушку, притворяющуюся парнем. Эта легкая романтическая комедия мгновенно сделала его суперзвездой глобального масштаба. Толпы обезумевших поклонниц дежурили у его дома, а критики наперебой хвалили его потрясающую органичность в кадре. Казалось бы, идеальная формула найдена. Нужно просто продолжать играть очаровательных богачей и наслаждаться лучами бесконечной славы. Но Гон Ю оказался вылеплен из совершенно другого теста. Роль смазливого принца стала казаться ему слишком тесной, а внутри зрело горячее желание сделать нечто по-настоящему значимое. На самом пике своей безумной популярности в январе 2008 года актер отправляется на обязательную военную службу. Именно там, в строгих армейских стенах, произошло событие, навсегда изменившее его судьбу. Командир, зная о любви Гон Ю к чтению, подарил ему тяжелый роман писательницы Кон Джи Йон под названием «Суровое испытание». Книга была основана на реальных, леденящих душу событиях, произошедших в школе для слабослышащих детей в городе Кванджу. Прочитав о чудовищных издевательствах над беззащитными инвалидами и вопиющей несправедливости продажной судебной системы, актер был потрясен до глубины души. Эта история лишила его сна и покоя. В его сердце вспыхнул огонь праведного гнева, и он твердо решил, что весь мир просто обязан узнать страшную правду любой ценой. Едва сняв армейскую форму, Гон Ю не побежал подписывать многомиллионные рекламные контракты или искать легкие романтические роли. Вместо этого он лично связался с автором шокирующего романа и начал активно пробивать идею экранизации. Индустрия была в шоке. Зачем успешному актеру рисковать своей блестящей репутацией ради такой мрачной, тяжелой и социально острой темы? Инвесторы массово отказывались давать деньги, опасаясь гнева властей и бойкота со стороны консервативного общества. Но Гон Ю проявил невероятное стальное упрямство. Он лично искал спонсоров, обивал пороги студии и согласился сниматься практически бесплатно, лишь бы проект увидел свет. Его одержимость заразила остальных, и вскоре к команде присоединилась талантливая актриса Чон Юми, поддержавшая инициативу. Съемки картины, получившей в прокате название «Лишенные голоса», стали для всей съемочной группы настоящим психологическим испытанием. Гон Ю воплотил на экране образ Кан Ин Хо, учителя рисования, который первым забил тревогу и попытался защитить глухонемых детей от жестокости руководства. Пропускать через себя столько горя было невыносимо тяжело. Актер признавался, что после некоторых дублей он уходил в пустые классы и плакал от бессилия, осознавая, что все эти ужасы происходили в реальности. На площадке царила гнетущая тишина. Чтобы хоть немного разрядить обстановку ради детей актеров, Гон Ю в перерывах строил смешные рожицы, показывал фокусы и угощал их сладостями. Он стал для них настоящим старшим братом, стараясь оградить их детскую психику от мрака снимаемых сцен. В сентябре 2011 года фильм выходит в широкий прокат, и эффект от его премьеры можно сравнить с разрывом ядерной бомбы. Корейское общество, привыкшее закрывать глаза на неудобные социальные проблемы, было ввергнуто в состояние абсолютного шока. Зрители выходили из кинотеатров в слезах, сжимая кулаки от гнева.
История о том, как продажные судьи, коррумпированная полиция и равнодушные чиновники позволили преступникам уйти от справедливого наказания, вызвала волну массовых протестов. Миллионы корейцев вышли на улицы, требуя пересмотра старого дела. Кассовые сборы били все рекорды, но Гон Ю не праздновал успех. Для него миллионы проданных билетов означали лишь одно – его план сработал, и нация наконец-то проснулась от долгого, безразличного летаргического сна. Резонанс оказался настолько мощным, что правительство Южной Кореи больше не могло игнорировать голос собственного народа. Под беспрецедентным давлением общественности Национальное собрание в срочном порядке приняло поправки к законодательству. Этот исторический документ получил неофициальное название «Закон Тогани» по оригинальному названию фильма. Новый закон отменил срок давности за преступления против несовершеннолетних и людей с инвалидностью, а также значительно ужесточил уголовные наказания. Школа в Кванджу была навсегда закрыта, а реальные виновники, избежавшие правосудия в прошлом, вновь предстали перед судом. Это был невероятный, беспрецедентный случай в мировой истории. Один единственный художественный фильм заставил целое государство кардинально переписать свои законы. После триумфа картины Гон Ю не заболел звездной болезнью и не стал почивать на лаврах спасителя нации. Напротив, он продолжил усердно работать, выбирая самые разнообразные и неожиданные проекты, чтобы доказать свою творческую многогранность. Он блистательно сыграл северокорейского шпиона в динамичном боевике «Подозреваемый», ради которого прошел изнурительные тренировки, освоил скалолазание и боевые искусства, лично выполняя смертельно опасные трюки. Интересный факт: в жизни Гон Ю панически боится высоты, но ради хорошего кадра он без страховки прыгнул с моста. Его невероятная самоотдача и сумасшедший перфекционизм стали легендой в индустрии. Режиссеры обожают с ним работать, ведь знают, если Гон Ю берется за дело, он выложится на 1000% и не подведет команду. 2016 год стал еще одной золотой вехой в его феноменальной карьере. Сначала свет увидел зомби-хоррор «Поезд в Пусан», который не только взорвал международный прокат, но и сорвал овации на Каннском кинофестивале. Гон Ю вновь сыграл героя, спасающего детей, но на этот раз от кровожадных монстров. А спустя всего несколько месяцев вышла легендарная, бессмертная дорама «Токкэби», где он исполнил роль одинокого древнего демона. Сериал стал глобальным культурным феноменом. Мало кто знает, но сценаристка Ким Ин Сук целых 5 лет уговаривала актера сняться в ее проекте. Он постоянно отказывался, считая себя недостойным жанра фэнтези, пока она не пообещала ему полную творческую свободу. Итог мы все знаем: этот трогательный образ навсегда вошел в историю кей-поп-культуры. Сегодня Гон Ю – это не просто успешный корейский актер с многомиллионной армией преданных фанатов. Это символ благородства, интеллекта и социальной ответственности в мире жестокого шоу-бизнеса. Вне камер он остается невероятно скромным человеком. Он обожает кошек, увлекается рыбалкой, ценит одиночество и часто жертвует огромные суммы на благотворительность, стараясь делать это без лишней огласки. Забавно, но этот брутальный красавец совершенно не умеет пользоваться социальными сетями и часто просит менеджеров помочь ему выложить обычную фотографию. Его путь от смазливого принца из кофейни до человека, изменившего законы целой страны, доказывает: истинное величие измеряется не количеством наград на полке, а реальными поступками, спасающими человеческие жизни и приносящими свет.